Всем привет, дорогие друзья! Ну вот я и завершаю серию выпусков про японскую четырехцилиндровую классику, которую в последующем я объединю в одно большое видео, по которому можно будет проследить историю этих мотоциклов. Сегодня вы увидите многолетнее соперничество среднекубатурных японских классических мотоциклов с двигателями от 550 и до 900 кубических сантиметров. Начнем мы с 90-го года, в котором была представлена модель Kawasaki Zephyr 550. Мотоцикл стал экспортной версией Zephyr 400. Здесь позаимствованная от Kawasaki GPZ 550 рядная четверка имеет уже объем 553 кубических сантиметра, и выдает она 50 лошадиных сил на 10 тысячах оборотов в минуту и 40 ньютон-метров крутящего момента на 6 тысячах. Этим она и разочаровывала, так как GPZ 550 имел 65 лошадиных сил. В боевом состоянии мотоцикл весит 206 кг, бак вмещает те же 15 литров топлива, максимальная скорость около 200 км в час. Разгон от 0 до сотни занимает 5 с небольшим секунд. Zephyr 550 практически без изменения производился до 1998 года, после чего покинул конвейер. В 1991 году была представлена модель Kawasaki Zephyr 750. Ее сердцем также является позаимствованный двигатель от спортивной серии GPZ, а именно от Kawasaki GPZ 750. Дефорсированный рядный четырехцилиндровый двигатель воздушно-масляного охлаждения выдает 72 лошадиные силы на 9,5 тысячах оборотов в минуту и 59 ньютон-метров крутящего момента на 7,5 тысячах, тогда как GPZ 750 имел 86 лошадиных сил. Однако японские версии выдавали и того меньше, всего 68 лошадиных сил. При сниженной массе в 220 кг от 0 до сотни Zephyr 750 разгонялся за 4 с небольшим секунды, максимальная скорость свыше 200 км в час. Бак вмещает уже 17 литров топлива. В 1992 году хондовцы выкатили и свою, в будущем очень популярную среднекубатурную классику Honda CB750 F2 750. Напомню, что для американского рынка уже с 1991 года выпускалась Honda CB750 Nighthawk, которая имела более круизерный вид, чем классический. А Honda CB750 F2 была выпущена, чтобы составить достойную конкуренцию вышеупомянутому Zephyr 750. 747-кубовый двигатель, также воздушно-масляного охлаждения, здесь выдает чуть больше мощности, это 75 лошадиных сил и 65 ньютон-метров крутящего момента. В боевом состоянии CB750 весит 235 кг, а от 0 до сотни мотоцикл разгоняется за 4 секунды, максимальная скорость 205 км в час. Бак вмещает 20 литров топлива. В 1994 году в продажу поступил мотоцикл Yamaha XJ600N, который является раздетой версией XJ600S Diversion. Он оснащается 598-кубовой рядной четверкой воздушного охлаждения, которая выдает 61 лошадиную силу и 54 ньютон-метра крутящего момента. При сниженной массе в 210 кг байк разгоняется до 100 км в час за 4,5 секунды. Максимальная скорость около 200 км в час. Единственным изменением мотоцикл подвергся в 1998 году. Появился небольшой масляный радиатор, два передних тормозных диска и более мощная передняя 41-мм вилка. В таком виде Yamaha XJ600N был снят с производства в 2002 году.
В 1995 году на рынок выходит Suzuki GSF 600 Bandit. Рядная 599-кубовая четверка воздушно-масляного охлаждения выдает 80 лошадиных сил и 62 ньютон-метра крутящего момента. Мотор переехал сюда со спорт-туриста Suzuki GSX 600F Katana. Разгон от 0 до сотни 4 секунды, максимальная скорость 205 км в час, сухая масса мотоцикла 196 кг, бак вмещал 19 литров топлива. Suzuki GSF 750 Bandit появился в 1996 году и выпускался вплоть до 1999. Мотоцикл был ориентирован на японский рынок. Его сердцем стал воздушно-масляный двигатель от старенького спортбайка Suzuki GSX R750, который выдавал 77 лошадиных сил и 64 ньютон-метра крутящего момента. Рама и ходовая часть от Suzuki GSF 600 Bandit, а подрамник, приборная панель и выхлоп от Suzuki GSF 1200 Bandit. В этом же 1996 году была представлена модель Kawasaki Zephyr 750 RS. Ее главным отличием стали спецованные колеса, которые больше подходят для классической модели. Она выпускалась до 2002 года. Также с 1996 мощность всех Zephyr 750 немного увеличивается, составляет уже 76 лошадиных сил. Без существенных изменений Kawasaki Zephyr 750 производился до 2006 года, после чего окончательно покинул конвейер. В 1998 году появился еще один классический мотоцикл Suzuki GSX 750 Inazuma, который стал конкурентом Zephyr 750. Модель получила общую базу со старшей моделью Suzuki GSX 1200 Inazuma и модернизированный двигатель воздушно-масляного охлаждения от спортивной версии Suzuki GSX-R 750 конца 80-х, начала 90-х годов, который здесь выдавал 86 лошадиных сил и 66 ньютон-метров крутящего момента. Разгон от 0 до сотни занимает около 4 секунд, максимальная скорость 220 км в час, сниженная масса 219 кг, бак вмещает 19 литров топлива. Однако мотоцикл был снят с производства уже в 2003 году. В 1999 году в продажу поступила новая модель Kawasaki ZR7, которая по сути является тем же Zephyr 750, но в более современном стиле. Тот же двигатель выдавал абсолютно ту же мощность, это 76 лошадиных сил и 63 ньютон-метра крутящего момента. Модель была снята с производства уже в 2003 году, тогда как версия с обтекателем ZR7S продавалась вплоть до 2005 включительно. В 2000 году выходит второе поколение Suzuki GSF 600 Bandit, которое получает новый внешний вид, новую приборную панель и увеличенный до 20 литров бак. Мощность без изменения. Версия S также обновляется. В таком виде модель производилась до 2004 года. В
В 2004 году на смену 600-ке выходит Suzuki GSF 650 Bandit. Его 656-кубовая четверка все еще воздушно-масляного охлаждения выдавала 77 лошадиных сил и 59 ньютон-метров крутящего момента. Сухая масса мотоцикла 201 кг. Бак вмещает 20 литров, а от 0 до сотни байк разгонялся за 4,2 секунды. Максимальная скорость 210 км в час. В этом же 2004 году небольшим изменениям подверглась Honda CB750 F2, которая вновь начинает свое производство для японского рынка после трехлетнего перерыва. Модель получает новые цвета, мультирефлекторную фару, электрический привод спидометра, электронный одометр, иммобилайзер и новые карбюраторы с датчиком положения дросселя. В 2007 году в продаже появилась спецверсия Honda CB750 750 Special Edition, а в 2008 году производство мотоцикла полностью завершилось. В этом же 2007 году выходит второе поколение Suzuki GSF 650 Bandit. Из основных изменений это обновленный внешний вид, наконец новый двигатель жидкостного охлаждения Евро 3, электронный впрыск топлива, удлиненный маятник и более жесткая рама. Максимальная мощность повышается до 85 лошадиных сил, а крутящий момент составляет 62 ньютон-метра. Единственным современным классическим мотоциклом с рядной четверкой в этом классе является Kawasaki Z900RS, который оснащается современным двигателем от Z900. При объеме в 948 кубических сантиметров силовая установка выдает 111 лошадиных сил и 98 ньютон-метров крутящего момента. Сниженная масса 215 кг. Разгон от 0 до сотни занимает 3 с небольшим секунды. Максимальная скорость 233 км в час. Средний заявленный расход топлива 5,2 литра на 100 км. Цена базовой версии на официальном сайте 1 485 000 йен. Это около 10,5 тысяч долларов.